Несмотря на то, что аккаунт YouTube меня пока не пускает, потому что он у меня завязан с Google офисом, но это все переживаемо, все будет, ожидайте, мы найдем обходные пути, и, может быть, как-то через европейских ребят моих скинем туда видео, которое было вчера, потому что вчера была очень интересная тема, мы говорили про железодефицитную анемию и вообще про связь со страхом и со своим путем. Сегодня хотелось бы поговорить про дыхание. Вот как раз у нас Танюша будет вести очень интересную практику. И хотелось бы немножко поговорить про тему гормонов. Капельку совсем, потому что тема очень объемная, она иногда бывает немножко трудна для восприятия, но рекомендации какие-то, да, очень хочется дать, потому что нам нужно переключаться, нам обязательно нужно подсвечивать нашим внутренним фонариком то, что сейчас хорошо, не говорить о том, что плохо, а говорить о том, что осталось хорошего. Тем, кто уже ушел из этого нашего мира, им уже, к сожалению, не поможешь, но помочь можно тем, кто остается, тем, кто сейчас здесь, тем, кто сейчас жив, слава богу, здоров. Поэтому не хочется очень долго вот так эту тему размусоливать. Танюш, я передам тебе слово. Ага, скажи. Хорошо. Слышно меня? Все отлично. Да, я приветствую всех, кто сегодня нас смотрит, да, кто, возможно, будет смотреть в записи. Ну, тема действительно важная, да, дыхание. Дыхание – это, по сути, основа жизни, да, поскольку мы приходим в этот материальный мир, и то, что мы живы, определяется нашим первым вдохом, да, вдыхая воздух, становится всем очевидно, что мы пришли на эту планету, мы живы. И точно так же, покидая, да, этот мир, мы из него уходим с последним выдохом. Уходит дыхание из тела, да, не остается, собственно, этого физического тела, да, то есть его покидает душа. Вот, поэтому дыхание имеет очень важную роль в нашей жизни. Да, оно, естественно, является основополагающим для жизнеобеспечения, да, нашего тела, да, нашего существования. Также это очень мощный инструмент для собственного преобразования, да, как и на уровне там, сжигания токсинов, да, освобождения от накопившихся эмоций, так и для преобразования сознания. То есть это такой вот прям источник жизненной, целебной и очищающей энергии. И что немаловажно, дыхание – это один из немногих процессов в организме, которые контролируются и сознательно, и рефлекторно. То есть на уровне рефлексов дыхание наше сдерживается, да, в тот момент, когда мы чего-то пугаемся. Мы испугались, задержали дыхание, да, то есть, ну, изначально там человек задерживал дыхание, чтобы быть незамеченным диким животным, да, инстинкт самосохранения. Вот. И этот инстинкт, он никуда не делся. Когда нас что-то пугает, мы инстинктивно задерживаем дыхание. И, к сожалению, некоторые вот на этой задержке дыхания остаются. Да? Опять же, малоподвижный образ жизни, если не брать какие-то стрессовые ситуации, то когда мы занимаемся просто умственной работой, она не требует большого включения энергии, да, больших ресурсов, и зачастую дыхание остается очень поверхностным. И люди привыкают к этому дыханию и недополучают очень много, не додают себе. Вот. И если брать, да, текущую ситуацию, там, нестабильную, да, которая, ну, многих тревожит, то здесь, опять же, мы переходим на низкие вибрации, да, мы переходим в состояние страха, тревожности и так далее. И вот как раз-таки здесь включается осознанный контроль над дыханием, да, и один из способов избавиться от страха, либо его минимизировать, да, это как раз-таки контроль дыхания. Намеренное углубление дыхания, оно нас успокаивает, ослабляет напряжение в теле. Вот. В принципе, вещи совершенно простые, да, и даже когда мы просто кто-то встревожен, там, плачет и так далее, да, мы что ему говорим? Дыши глубже. Вот. Это совершенно простые вещи, но, к сожалению, ну, многие об этом, ну, либо не обращают, не придают этому значения, не работают с этим. Вот. А это прекрасный инструмент, чтобы самим себе помочь. Вот. И
Да, в йоге есть целая наука, да, целый пласт, который называется пранаяма, да, то есть энергия, дыхание – это не просто вдох и выдох, да, кислорода, вот, но этот кислород, эта энергия, она растекается по всему телу, разносится кровеносной системой ко всем органам, да, во все клеточки и так далее, и энергия направляется в энергетические каналы. Вот, и как раз-таки осознанное дыхание, оно позволяет нам себя вывести ну, на другой уже уровень, помочь себе. Вот. И я не буду много говорить, собственно, на этом теоретическая часть все. Вот. И дальше мы немножечко подышим. Для того, чтобы выполнить несколько дыхательных упражнений, нам нужно сесть с прямой спиной. Естественно, в классе йоги мы всегда это делаем, сидя на полу на коврике там, со скрещенными ногами, ну, либо там в какой-то другой вариант. Сидя на стуле, мы тоже можем выполнять пранаяму, но нам важно, чтобы спина была прямая, и ноги ставим на пол, так, чтобы наши стопы полностью стояли на полу, были прижаты, то есть таким образом мы заземляемся. Чувствуем, как обе стопы наши прижимаются к полу. Можно прикрыть глаза, прям направить все внимание свое внутрь. Можно немножечко придавить стопы к полу, почувствовать, да, что вы упираетесь, и отпустить напряжение. И дальше мы поднимаемся выше, осознаем, да, как наш таз соприкасается с той поверхностью, на которой мы сидим. Седалищные кости равномерно прижимаются. Копчик направлен вниз. И дальше мы макушкой мягенько вытягиваемся вверх. То есть удлиняем позвоночник. Глаза лучше прикрыть. И для начала мы просто направляем внимание внутрь. Просто осознаем свой вдох и выдох, наблюдаем, где он происходит. Зачастую приподнимается только грудной отдел, верхняя часть грудного отдела. Если мы чувствуем, что именно так происходит с выдохом, попробуйте отпустить напряжение, перенести внимание в живот. Стеночка живота поднимается, с выдохом опадает. Несколько осознанных дыханий, без усилий. Просто дыхание животом. И далее, когда готово, мы расширяемся до полного дыхания. Теперь мы заполняем весь объем легких. Начинаем от нижнего отдела, затем средний и верхний. На выдохе мы освобождаем легкие в обратной последовательности, сверху вниз. Снова расширяется живот на вдохе. То есть это полное йоговское дыхание. На вдохе включаются межреберные мышцы, то есть мы прилагаем некоторые усилия, чтобы заполнить все легкие. И на выдохе сверху вниз выдыхаем. В конце выдоха мягко подтягиваем пупок внутрь и вверх. И снова живот расслабляется. И продолжаем еще несколько полных дыханий. Постарайтесь, чтобы ваше дыхание было ровным, тонким. Можно посчитать, на сколько счетов длится ваш вдох, на сколько счетов длится выдох. И мы стремимся к тому, чтобы выдох был длиннее вдоха. В идеале мы удлиняем выдох относительно вдоха в 2 раза. Но когда мы только начинаем практиковать пранаяму, как правило, мы начинаем соотношение 1 к 1 или выдох чуть-чуть длиннее.
И теперь, когда мы осознали свое полное дыхание, мы добавим звук уджаи. Это очень тонкий шипящий звук. И мы начинаем это дыхание разучивать ртом. То есть выполняется пранаяма носом, но разучиваем мы ртом, чтобы понять ощущения, которые должны возникать в теле. Складываем губы трубочкой, и на вдохе, сохраняя полное дыхание, мы как будто через соломинку втягиваем воздух. На выдохе мы мягко поджимаем голосовую щель и чуть-чуть растягиваются уголки губ. Вдох через соломинку. Выдох. Продолжаем еще несколько дыханий. То есть сейчас все внимание направлено на дыхание и на звук. Тихий звук уджаи. И на внутренние ощущения, которые возникают, когда мы складываем губы трубочкой, втягиваем воздух. И на выдохе наблюдаем, как воздух с трением проходит по задней стеночке гортани. Сохраняя эти ощущения, следующий вдох мы выполняем носом, но как будто протягиваем воздух через соломинку. И внутри остается тихий звук уджаи. Он должен быть очень тонкий, деликатный. Выдох ртом. Вдох носом. Очередной ваш выдох мы начинаем ртом и постепенно закрываем рот, заканчивая выдох через нос. Следующий вдох и выдох выполняем носом. Внутри слышим тихий звук уджаи. Он течет вместе с вашим дыханием. Мы сохраняем полное дыхание уджаи. И его можно выполнять то количество времени, которое необходимо конкретно вам для того, чтобы почувствовать, что напряжение уходит, вы успокаиваетесь и можете продолжать жить без тревог, без напряжения. И после очередного выдоха можно открыть глаза, перейти на естественное дыхание, и мы добавим сейчас к полному дыханию еще одну технику.
Это будет дыхание с попеременным чередованием ноздрей. В три-йоге оно называется солнечно-лунное дыхание, Сурья-чандра. И оно очень хорошо чистит энергетические каналы, вот, ну и непосредственно дыхательную нашу респираторную систему на уровне физического тела. Я очень люблю делать эту технику с эфирным маслом бриз, вот, и нам понадобится наша рука. Одна рука у нас будет выполнять мудру. Можно выполнить Вишну мудру, то есть мы подворачиваем второй, третий палец под основание большого, четвертый, пятый остается свободно и большой. Да, то есть первый вариант – это Вишну мудра. Мы будем прикрывать крылья носа, то есть мы начнем, сначала прикроем правую ноздрю и сделаем вдох. Нет, Лель, к себе разверни ладонь, к себе. Да-да-да. Да, большим пальцем правой руки мы прикроем правую ноздрю и сделаем сначала вдох через левую. Затем мы прикроем большим безымянным пальцем левую ноздрю и сделаем вдох через правую. Правая открывается. Выдох, выдох через правую, вдох через левую. Закрываем правую, выдох через левую и вдох через правую. То есть таким образом мы будем чередовать. То есть если эта мудра, Вишну мудра, неудобна, есть другая мудра, она называется насагра, то есть вытягивается второй, третий палец, да, и они ставятся вот сюда, в область межбровья, в область третьего глаза. И мы точно так же большим пальцем будем прикрывать правую ноздрю, а безымянным пальцем будем прикрывать левую ноздрю. То есть точно так же попеременно будем чередовать. И вот независимо от того, какой вариант мудры вы выбираете, я вот сюда, на вот эту часть ладони наношу себе масло, даже меньше капли. То есть вот то, что на крышечке вот здесь сверху осталось, этого вполне достаточно, если мы берем смесь бриз, да, она достаточно интенсивная, этого будет довольно. Вот. Можно выбирать любые другие масла, респираторные группы, можно с цитрусовыми, отлично. Вот. И, соответственно, мы нанесли сюда немножечко масла, выбираем ту мудру, которая нам подходит, с которой нам удобнее сейчас. Снова возвращаемся к прямому положению с прямой спиной, прикрываем глаза. Возвращаемся к полному дыханию. Добавляем звук уджаи. Если нужно, вспомните снова сделать дыхание уджаи ртом, если эта техника новая для вас, и затем начните дышать носом. И когда готовы, после очередного выдоха прикрываем правую ноздрю, делаем полный вдох через левую, прикрываем левую, открываем правую, выдох через правую ноздрю, вдох через правую, выдох через левую. Вдох через левую. И продолжаем выдох, вдох, чередуя стороны в своем ритме.
Если во время дыхания ум начинает отвлекаться, возвращаемся к наблюдению за дыханием. Когда готовы завершать практику, выдох через левую сторону. Заканчиваем выдохом через левую ноздрю. Полный вдох, полный выдох. Можно будет открыть глаза, когда готовы, и вернуться к естественному дыханию. Как ощущения? Ну, дыхательную практику это тоже можно выполнять столько, сколько комфортно. Ну, для хорошего, ну, минимально хорошего, да, эффекта минимум 5 минут мы ее выполняем обычно. Очень хорошо перед сном выполнять солнечно-лунное дыхание. Оно балансирует, оно оказывает положительное воздействие, да, успокаивающее на центральную нервную систему. Вот, и мы обычно в классе выполняем эту дыхательную практику перед медитацией, то есть она очень хорошо готовит наше тело, наш ум к медитации. Вот, соответственно, если кто-то будет использовать эту практику дыхательную, я буду очень рада. Танюш, я благодарю тебя сердечно. Напишите, пожалуйста, о своих ощущениях. Нам очень важна обратная связь, чтобы понимать. Я сегодня опять дышала ПИС, у меня в диффузоре Serenity, а я дышала, наносила сюда умиротворение. Видимо, не хватает. Видимо, Слушай, да. практика классная, сразу ощущаются точки, которые точки сжатия, они, да, точки восьмерки мечей, так называемые. Они у нас находятся в районе ребер. И когда вы чувствуете себя закрытыми, неспособными сделать какой-то шаг, неспособными наступить как-то, проявить активность, потому что все сжимается, то вот этими точками прям можно... Они разрабатываются во время такого дыхания. Не знаю, как это работает, но это работает. Это работает, действительно. Трудно выгнать мысли, этому нужно научиться, да. Да, и Концентрация тут даже обычно я учится. со своей стороны, да, ремарочку дам, выгонять не нужно, как бы генерить мысли. Это нормальная функция, естественная функция нашего мозга. Мы можем просто не вовлекаться в эти мысли, которые приходят. Мы осознаем, что пришла мысль. Да? Мы вроде бы сконцентрировались на дыхании, нас унесло за какой-то мыслью. Мы себя поймали на этом, что «О, я пропустила, я отпустила дыхание, я его не контролирую». Я возвращаюсь к наблюдению за дыханием. Вот. И следующая мысль, которая попробует меня увлечь, я ее просто осознаю и отпускаю. Вот, собственно, все. Мы не вовлекаемся, мы их отпускаем, эти мысли. Это нормально, они будут приходить, и это нормальная, естественная работа нашего ума. Это его обязанность. Вот. Вопрос, кто главный, ваш ум неспокойный или вы можете этим процессом управлять и направлять свое внимание туда, куда необходимо, да, поскольку там, где наше внимание, там и наша энергия. Поэтому тут все в порядке. По поводу записи отвечу. Я запись сделать могу, Zoom мне еще пока доступен, я выложить на YouTube ее не могу. То есть пока на данную минуту я ничего не могу сделать. Ну вот ситуация такая, потому что у меня офис, у меня закольцовано все между собой.
И мне сразу вспомнилась после такой практики история, которая была в Таиланде пару или тройку лет тому назад, когда, помните, в пещеры Таец и несколько мальчиков попали, 11, что ли, или 12 мальчиков попали. Они 11 дней без еды, практически без воды, пробыли в пещере, и когда их удалось спасти, там было затопление. Когда их удалось спасти, это же нужно детей по нижнему туннелю провести. Там дети были в возрасте от 9 до 15 лет, они на экскурсию поехали, и случился то ли шторм, случилось так, что затопило эту пещеру, и они оказались вот в гроте, в воздушном колпаке. Когда спустя 11 дней их оттуда вызволили, заставить себя нырнуть после такого, это довольно трудно. Дети оказались очень спокойными, потому что, ну, здесь повезло, что вот этот учитель, таец, 21 или 23 года, я не очень на цифры память, он очень долгое время занимался йогой. И он их научил, как правильно дышать и осознавать свои мысли. Вот, но у нас есть два типа медитации. Это как раз вот статическая, да, о чем говорит Таня, или динамическая, это суфийские кружения, например. Вы выберете то, что для вас важно в данный конкретный момент времени. И те помогают, и те работают с дыханием. Дыхание – это мы вообще кислородозависимые люди, да, существа, и для нас это очень важно. И углекислый газ для нас очень важно, потому что кислород – это все-таки старение, но это и наши легкие, наш вдох. И углекислый газ – это все-таки юность наша. Поэтому у нас более длинный выдох должен быть с точки зрения физиологии. Если этому научиться вовремя, можно даже роды провести более качественно и для мамы, и для малыша. И первый раз ребенок не обязательно, при первом своем вдохе ребенок не обязательно заплачет, если мама дышит верно. И когда говорят, как ребенок, например, узнает свою маму, он ее узнает не только по запаху, но и по сердцебиению. А на сердцебиение у нас влияют как раз-таки гормоны. Это я потихонечку к следующей теме перехожу. Танюш, выключу микрофон, ладно, а то перескакивает окошко. Я выключу. Ага, благодарю. Ну, переключайся. Во, супер. Дело в том, что наши гормоны, они влияют на качество нашего дыхания, на его глубину и на то, что у нас происходит в окружении. Когда долгое время, ну, я на себе это очень четко ощутила, у меня очень долгое время шкалит кортизол. То есть это гормон стресса. Потому что я не хочу учиться в меди, например, да, мне нужно отучиться там. И я беру частные занятия для того, чтобы понять те темы, которые мне там недоступны. Ну и по другим каким-то моментам. И сейчас у нас весь юг, по-моему, на кортизоле. Но мы сегодня говорим про другие гормоны, немножко. Про кортизол мы тоже, конечно же, поговорим, это, ну, это будет обязательно. Так, но сегодня мне бы хотелось поговорить на тему именно гормонов счастья, которые у нас за счастье отвечают. За счастье, за нашу радость. Да? Их 4. На самом деле их немножечко больше, но вы чаще всего слышали о 4. Первый из которых – это дофамин. Дофамин или допамин – это один и тот же гормон. Он при объятиях, да, дофаминовая дорожка – это что? Это дорожка доверия, когда у нас происходит доверие между людьми, это гормон дружбы, когда вы кушаете вкусную еду, смотрите на красивые вещи, на красивых людей, прикасаетесь к красивым людям, тач-пати, вот эти все вечеринки трогательные, в одежде, потому что без одежды это другой немножко гормон. Праздновать маленькие вещи какие-то, маленькие победы, когда красивая сервировка стола, делать вещи, которые для себя, для заботы о себе, да, там пилить ноготочки, вот что-то такое мимимишное, маленькое, миленькое, классное. Дофамин – это по дофаминовой дорожке занимаются любовью пары. Женщина очень часто, она влюбляется в мужчину тогда, когда он сумел протоптать дофаминовую дорожку. Это тот гормон, который выделяется, когда говорят, что любовь проходит спустя 3 года. И если эта дофаминовая дорожка протоптана, да, то есть она качественная такая, без сорняков,
что в паре между мужчиной и женщиной, ну или там вдруг, если однополая какая-то пара, между партнерами, на работе в том числе, образуется очень прочная связь, и люди начинают чувствовать друг друга на другом совсем уровне, совсем на другом. Как будто бы издалека, вот когда человек ключиком дверку открывает, другой уже знает, в каком настроении он пришел, понимаете? Вот за что у нас отвечает дофамин. Есть у нас окситоцин, это тоже гормон любви, ну, тоже радость, но радость любви. Например, когда мы играем со своими питомцами, да, там, собачками, кошками, когда мы умиляемся и играем со своими детьми. Дети, они же очень много отдают. Вот чем отличаются детки и старики. И те являются энергетическими вампирами, особенно вампирами времени. Но дети, они берут и отдают, а пожилым людям им трудно генерировать свою энергию, если они не заняты ничем. Но если у них, например, есть собака, то они перестают. Именно собака, не кошка. Кошки немножко по-другому влияют. Они перестают именно подвампиривать других людей. Держаться за руки, прикасаться к рукам, именно ладонь к ладони. Это вот у нас про окситоцин. Это тот гормон, который во время родов выделяется у нас, да, гормон материнского счастья, благодаря которому у нас, в том числе благодаря которому начинает появляться молочко и ответственность за других людей, обнимать свою семью, это вот тоже про гормон окситоцин, и делать комплименты, говорить благодарности. Вот эта молитва, да, которую я нашла в веках и которой я делюсь, благодарю за чистый род, там, за чистое лоно, это та молитва, которая способствует выработке окситоцина. Вы даже можете попробовать масла, например, какое-то, если не нравится из масел, ну, например, бессмертник, да, ну вот из культовых, попробовать перед молитвой, когда вы подышали и посидели в молитве, благодарю за чистый род, благодарю за чистое лоно, благодарю за чистую волю, благодарю за чистое сердце, благодарю за чистый путь, благодарю за чистую речь, благодарю за чистые мысли, благодарю за чистое небо над моей головой. И вы после этой молитвы попробуйте масло, например, из культовых, которое вам до нее не нравилось, и оно вам зайдет, оно понравится, потому что когда вы вдумчиво ее произносите здесь, сейчас, смакуя каждое слово, у вас меняются очень сильные вибрации. Вы становитесь сами по себе очень привлекательными силой благодарности. Привлекательными. Очень трудно быть благодарными в теперешних условиях, но попробовать стоит. Следующий гормон – это у нас серотонин. Серотонин – это стабилизатор настроения. У нас еще будут посты сторис обязательно на все эти темы гормональные. Сейчас чуть подразвяжемся от ситуации. Серотонин – это у нас шоколад. Да? Это у нас концентрация на нашем втором центре, на центре удовольствия, центре счастья, радости, такой центр нашей страсти. Вот пэшн классно нанести на поясничку сзади, на низ живота и под коленку, будут тоже совсем другие ощущения. Еще можно вот сюда. Вот если сюда наносится пэшн, это же тоже проекция второго рода, это проекция второго центра. Мы же тоже в него принимаем так же, как принимаем в свое лоно мужчину, например, да? Вот медитации, пробежки, упражнения какие-то на солнце, солнечные ванны, прогулка на природе, птички, когда поют, плавание, контакт с водой, с водной стихией, правильно пить, не вкусно каждый глоточек, не заставляю себя, концентрация, собраться в центр. Да, это тоже у нас говорит про выработку серотонина. Конечно, это не за один раз. Если вы очень долгое время были расколебаны, то собраться в центр будет довольно проблематично. Но это можно сделать. Вот сегодня Танюша дала нам такую медитацию, которая поможет вам это сделать, поможет расслабить ребра, чтобы они были не тюрьмой для вашего сердца, да, не клеткой для того, что у вас творится там внутри, а чтобы ворота открылись, чтобы ваши ладони открылись.
И еще один есть гормон эйфоретик, эндорфины. У нас все масла эйфоретики, они действуют на него, по большей части на выработку именно этого гормона. Это убийца боли и убийца страха, и вот так называют, painkiller, да, убийца боли, убийца страха. Когда люди смеются, много смеются, прямо ржут до колик, вот обратите внимание, когда вы очень долго смеетесь, у вас под ребрами тоже начинает все болеть. Когда это все особенно искренне, и потом начинаешь терять нитку, над чем же я хохотал-то все это время. Вообще не важно, тут уже все идет по накатанной, тут уже и допамин пошел, да, потому что с кем попало, смеяться не будешь. Эфирные масла, они способствуют выработке как раз-таки эндорфина. Эйфоретики у нас сильные, это роза, майоран, причем чистая роза, она вас вообще за 2 вдоха вынесет, прям даже в очень серьезной плачевной ситуации. Как понять, настоящая роза или нет? Когда чистая или на спирту, не на базовом масле. Вы делаете в 2 вдоха, если вы плачете, ваши слезы останавливаются, потому что слезы радости, они из внешних уголков, а печаль, они из внутренних уголков глаза текут. По-моему, так. И это другая гормональная атака. Назовем это, вот, не атака, как бы это, другое гормональное воздействие. Вот, подобрала слова простые. Смотреть комедии, это тоже сюда. Вот смотреть комедии, при этом, допустим, у вас мелисса будет нанесена, да вы ухохочетесь над этими комедиями. Вот мелисса, роза, майоран, мира, сандал, смесь пис, дальше что еще? Тулси помогает, да, вот этой теме. Какие еще? Цитрусовые, грейпфрут, например, тоже помогает этой теме. Дальше темный шоколад, черный шоколад, он тоже про эндорфин. И упражнения, растяжка. Если серотонин – это йога, но йога – это не растяжка, это все-таки концентрация, то здесь вы можете быть сконцентрированы где-то вовне, но при этом делать растяжку. То есть внимание будет вынесено за пределы вашего тела. Концентрация будет снаружи. Вот. Скажите мне, пожалуйста, какие у вас вопросы остались на сегодня? Какие масла помогают серотонин вырабатывать? Сейчас, секундочку, я отвечу, дочки, я отвечу по маслам. Минутку. Прошу прощения. Вот серотонин, Serenity, потому что безмятежность, оно вас успокаивает, да, то есть вы становитесь более безмятежными, тогда положительным эмоциям легче будет вас зайти. И все те масла, которые у нас будут как раз-таки вот для пробежки, да, это то, что на дыхалку, на дыхательные смеси, на глубокий вдох, для солнышка, которые... Шоколад, он тоже помогает. Это же не только эндорфин, это серотонин еще. Но я еще и большой список не только масел, но и техник буду давать. Скорее всего, да, это на будущей неделе. Чуть-чуть подугомонится у нас вот эта ситуация. Я буду давать в сторис как раз тему вот эту по гормончикам. Вот, обратите внимание. И там я дам прям список масел, которые помогают. Но видите, как интересно. Если что касательно эндорфина, там непосредственно масла будут работать. Ты подышал и все, заэндорфинил. А что касательно серотонина, он там других гормонов, то здесь так не получится. Здесь сначала идет упражнение, а потом ты добавляешь масло. Масло кофе, какао-бобов, ванили, они тоже будут про серотонин. Они так себе эйфоретики, но они хорошо повлияют на выработку серотонина. Женские гормональные, вот это упражнение, которое 4 я давала, да, по женским гормональным маслам, оно тоже помогает. Оно помогает, потому что вы там выбираете 4 масла, которые вас стабилизируют в ваших эмоциях, в ваших стремлениях.
Вот. Какие еще вопросы? У меня прям личка разрывается сообщением, прям тых-тых-тых-тых приходит. Здесь приходит, мамочки мои. Что же делать? Так, завтра будем разговаривать про волю и силу воли. И тоже слегка затронем тему гормонов, но больше будем говорить про волю, про поджелудочную железу, да, про переедание, компульсивные переедания, вот эти все возможности. Поэтому оставляйте обратную связь, какие еще темы вы хотели бы или могли бы либо провести точно так же парно, либо, может быть, запросить, какую тему хотелось бы разобрать. Потом, если у вас есть какой-то личный вопрос, интересный только, не про соплюшки малышей, да, а прям интересный, который хотелось бы разобрать, давайте разберем прилюдно. Я только за. На сегодня тогда все. Благодарю вас за ваше время, благодарю за поддержку. Танюш, еще раз благодарю тебя сердечно. И рада буду завтра точно так же в 11 по Москве вас увидеть. Всех тоже на наших практиках что-то еще обязательно поделаем. Пока-пока. Пока.